Всем привет, ребятки! Вы снова на канале Своим ходом. С вами, как обычно, Виталик, Лизончик. Мы продолжаем свой сезон Сейшельских островов. На связи, опять-таки, третий остров, на который мы добрались, большой остров Ладик. Арендуем здесь велосипеды, покажем обзор нашего жилья, покажем, как мы добрались на пароме, сколько это все дело стоило. И мы вам покажем самое красивое место. Это самый фотографируемый пляж. Очень думаю, вам понравится. Погнали! Друзья, мы снова находимся в лагуне для подписчиков, то есть для вас, это ваше место. И в каждом выпуске мы пишем имена подписчиков самых активных. То есть вы пишете много комментариев, много лайков и обязательно оказывайтесь в этом месте. Следующее имя Дарья. Быстрей! Я успел. Дарья Петухова. Поздравляем тебя. Большое спасибо за активность. Вы тоже, ребят, пишите нам много комментариев. Нам будет очень приятно. И вы обязательно окажетесь в бухте, лагуне для подписчиков. Давайте. Начинается все с того, что мы находимся еще на острове Пролин. Заказали, в общем говоря, себе такси за 300 рупий. И сейчас едем на пирс. 225 рупий человека стоит, чтобы убраться с острова Пролин. Реально, Сейшелах такая чистейшая вода, что даже на пирсе, даже в порту, посмотрите, какая она. Чистая, прозрачная, рыбки плавают. Мы уже загружаемся на нашу яхту. Смотрите, как просторно. Взяли в этот раз какой-то бизнес за 225 рупий. Это было очень странно, но эконом-классе бизнес не отличался по цене. Внизу получается средний класс, бизнес-класс. Смотрите, давайте пройдем. Вот второй этаж. О, здесь кондей, вообще ништяк, так прохладненько. О, вообще крутяк. Друзья, видите, еще стоит мини-бар. И как оказалось, он бесплатный для тех, кто покупает билеты. Вот там соки можно брать. Мы тронулись. Какая красотища вообще. Даже здесь в порту и то красиво. Буквально 10 минут плыли. Справа вытаскивают наши вещи. Конечно, туристов сюда приезжает вообще тьма тьмущая. Ребята, не жалейте деньги на чемоданы. Вот наш чемодан, все. Потому что когда берешь его так за ручку, ты просто его тащишь на себе. Потому что колеса не крутятся вообще. Но что больше всего бросается в глаза, это велосипеды. Здесь можно арендовать велосипеды, как на островах Гили в Индонезии. Так, ребята, мы уже селились, я вообще в полном восторге от этого острова. Первые впечатления очень положительные, потому что, смотрите, какая зелень вокруг. Причем мы изначально бронировали не апартаменты, а бронировали номера в отеле. Там сказали, что типа номеров нет, и мы вас переселяем в апартаменты. А номера стоят 70 евро, а апартаменты стоят 120-130 евро. Вот раз апартаменты, вот два апартамента. Такие, в общем, домики, зеленая территория. Я, конечно, понимаю, что 70 евро, знаешь, для тех людей, которые там по Таиланду путешествуют, как мы вот путешествовали по Таиланду, по Бали, это реально очень много. Но для Сейшел 70 евро это самая маленькая цена, которая вообще существует. Самая вот ниже плинтуса, понимаете? Вот здесь у нас вход, здесь такой стол, вентилятор и вот огромная кухня. Холодильник есть, мусорка здоровая, микроволновая печь и даже есть газовая плита. За 70 евро это очень дешево. Здесь туалет, здесь душевая и, собственно, раковина. Попадаем уже в нашу спальню, где мы будем спать. Вот, смотрите, на велике пригнали прямо к нашим апартаментам. После байка очень клевое ощущение. Подъехали к пляжу, посмотрите, какая картина. Стоит куча велосипедов, все с такими корзинками из супермаркетов. Наши велики вот так вот прицепляем к деревьям. Нам сказали, что велосипеды могут украсть. Вот это, ребятки, было сейчас неожиданно. Это пока что самый красивый пляж, который мы видели на этом острове. Я думаю, что все еще впереди. Другие пляжи мы с вами еще посмотрим. За камнями начинается тропинка к другим пляжам. Такая гряда пляжей. И к ним добраться может только пешком. Территория в конце пляжа. Такие камни здоровые, пальмы. И люди загорают. Причем людей очень мало. Вода просто нереал, да? Unreal какой-то. Мальдивы очень маленькие и красивые, а это то же самое, что Мальдивы, только все в более масштабных размерах. И здесь мне нравится больше, потому что можно куда-то съездить, покататься, посмотреть. Блин, хочу доску для серфинга, ее нет, чтобы реально покатался. Когда я еще на квадрике летал, вы видели первый пляж, вот этот я показал, и там справа было видно два пляжа. Вот этот пляж и следующий там пляж, да? До этих пляжей можно прям с этого пляжа пешком дойти. Ну вот такой здесь подъемчик, смотрите, мы уже поднимаемся сквозь скалу, которую с воздухом тоже показывал. Пляж с этими туземцами.
Прикольно. Такие шалашики сделаны для туристов специально, чтобы там ложиться и прятаться от солнца. Вообще тема. How much coconut? Coconut, eat and drink 100 together. 100. Yeah. Не холодный, но реально такой вкусный, приятный. Здесь сделают другой кокос, такой маленький, видите, специальный баунти. Его уже берете так вот и кушаете. Thank you. Ух ты. Да, крутая штука, съедобная. Так, что-то на пляжах мы уже накупались, нужно бы забраться куда-нибудь, не сидеться на месте. В общем, пляж называется Гранд Анс. Хочу забраться на самый верх. Чем выше поднимаешься, тем всегда пляж становится еще красивее. Реально, первый раз такие камни увидел здесь на Сейшелах. Посмотрите, они так источены вот этой лавой. Это стопудово лава стекала, потому что такой формы еще нигде не было. Как такое природа создала? Прям вот стекала, видно, что по нему стекала лава. И прямо вот с Гранд Ансом эта скала разделяет, и начинается другой пляж. Смотрите, а вон здесь зонтик сидит. Хотел забраться на самый большой камень. Походу, это нереально. Видимо, это самая высота, которую можно здесь покорить. Смотрите. Вот она. Вон там начал путь, туда забрался. Но вид, конечно, просто космос. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, дорогой Виталик, с днем рождения тебя. Мы въехали сейчас на территорию парка, который называется El Union Estate. Вход платный, стоит 115 рупий с человека. Если вы 3 раза покупаете билет, то 4-й раз в подарок. Офигеть, какая акция. То есть просто так на этот пляж не попасть и не покупаться. Я вообще в шоке. Черепашки. Смотрели, зон, здесь черепашек дофига. Какая пусечка. Самая скоростная черепаха, которую я когда-либо видел. Погладить черепашку, это святое. Смотрите, какая классная. Сама вот эта платная территория очень красивая. Смотрите, сколько много кокосов растет. Походу мы подъехали к самому шикарному фотографируемому пляжу на Сейшелах. Вообще ни разу нигде не видел, что было столько великов. Даже на гире нет такого количества. Такая дорожка прям куда-то ведущая нас в живописное место. И вот, собственно, уже начинается пляж. Смотрите, как далеко люди доходят до горизонта. Там такие бирюзовые ванны, в них купаешься. И эти ванны, видите, окружены кораллами. То есть там, где вот это темное, это кораллы. И прямо сейчас на ваших глазах самый фотографируемый пляж, который есть в мире вообще и на Сейшелах. Здесь так вообще, смотрите, один огромный большой камень просто вот повис между двумя огромными камнями. Смотрите, прямо около берега огромная рыбина ползет. Любимая рыбка теперь, вот эта большая плоская, которая людей... Причем они даже не боятся, они просто рядом с нами плывут и Они все. всегда и на снорклинге тоже плавала рядом. Эй, слушай, иди сюда, эй. Я есть хочу. Вода чистая, очень красивый вид. Прямо, знаете, вот очень, когда очень красиво. Смотрите, а эта рыбка нам показывает путь. Она показывает нам путь, как идти по дорожке, потому что здесь кораллы, а здесь такая, видите, типа дорожка такая проторенная. И в конце будет такая лагуна бирюзовая. И здесь можно купаться, наслаждаться, фотографироваться. Это нереально, конечно. Мне еще очень нравится Сейшелы тем, что здесь очень теплая вода. Кстати, какая она прозрачная вода. Ну и раз уж у нас осталось всего 5 дней на Сейшелах, мы же с вами поделимся своими впечатлениями. Минусы, во-первых, нет кафешек, нет ресторанов, а если они есть, то их очень мало и там дороже, чем везде. Когда ты приходишь на пляж, нет загромождения вот этих кафешек, и сохранена уникальная природа, деревья, пальмы, тень, которая создает камни, и получается, что нет палаток, нет вот этих вот всяких торговцев, никого нет. И наоборот, это уединение, природа, это наоборот плюс большой. Да. Я считаю, что транспорт это большой минус, здесь нет байков, машина очень дорого, автобусы, есть автобусы, это самый дешевый способ передвигаться по Сейшелам внутри островов, но получается, что самый удобный способ передвижения это велосипед на ладиге, вот так вот. А все остальное, как бы байк вы не возьмете, либо возьмете, но очень тоже дорого. Автобус ждать вот реально полчаса минимум, а то и час. Рыбки, они вообще не пугают. Смотрите, она прямо передо мной плавает. Вот можно прямо за ней вот так с ней поиграть, смотрите. Почти дотронуться до нее можно. Представляете? Где вы так вообще рыбки потрогаете? Здесь сидит собака в бирюзовой воде и отдыхает. Это просто трындец. Очень забавно смотрится. Она, видите, на кораллы встала такая и кайфует. Вообще кадр. Знаете, пес пришел на самый фотографируемый пляж на Сейшелах и в мире.
И здесь сидит, отдыхает. И когда мы отсюда уедем, мне кажется, мы так будем с тобой скучать в этом, да? Просто невероятно. Fast forward a year or two, friends have changed, but so can you. So can you. Мы только что поняли, что наши путешествия на велосипедах, которые были там по Грузии, всяким Европам, это просто ничто. Температура 32 градуса, и мне, кажется, мотор остановится. Надо подлить бензинчик, Ализон. Это все была, кстати, ее идея. Она говорит, надо съездить на самую высокую точку этого острова. Да, это жестко. Полуумирающий пупсон идет. Вообще жесть. Ребята, если бы вы знали, через что мы сейчас проходим, это просто ужас. Надеюсь, это вам передает атмосферу. Господи, просто ручьи с лица. Нам немного повезло, потому что до верха еще не дошли. Здесь кафешка встретилась нам по дороге. Нам принесли вот такие вот манго-соки. 100 рупий, кажется, стоит. Там еще кусок манго с зонтиком. С трупиком? Так ощущение, что какой-то божественный нектар, посланный богами. Чтобы мы дошли до конца сегодня. Мы забрались на самую вершину, ребята. Мы это сделали. Это остров Пролин. Вот там далеко-далеко, видите, такой виднеется еле-еле. Это остров Мае, самый первый, на котором мы были. И здесь еще другие маленькие острова. Здесь такое впечатление, что смотри, как будто пальцами кто-то брал, как пластилин лепил. А, реально. Как будто оттуда чувак куда залезал, вот Да, так вот да. схватился, и такие следы от пальцев остались. Очень много вот таких вот пляжей. Просто едете по дороге, хоп, пляжик. На нем никого нету, шезлонгов нету, чисто такой, знаете, дикий пляж. Не можете спокойно покупаться. Вот еще территория одного отеля. Просто зашел чисто так подснять, чтобы вам было понятно, какие отели есть. Мы-то живем не в отелях, в апартаментах. Вот отель, ресторан, бассейн с мостиком. Очень красиво все это дело смотрится, живописно. Шезлонги. И все это на краю такого вот типа утеса из камней. Бирюзовая вода. Я понял, в чем самый главный минус Сейшел, ребята. После Сейшел, когда вы приедете на Бали, в Индонезию, в Таиланд, вас будет тошнить от пляжей. Потому что после такой красоты, каждый пляж, который вы увидите, ну, можно не брать в счет Мальдивы, все будет казаться полным днищем. Нам, кстати, одна пара написала, ребята, мы решаем с мужем, куда поехать. Мы на Мальдивы, на Сейшелы, в Доминикану. Я говорю мужу, поехали на Сейшелы, но муж говорит, что мы смотрим ваш инстаграм, типа вы там все фотки обрабатываете, типа вся вода не настоящая, не такая бирюзовая, прозрачная. Но лично вам видео записываем. Смотрите, снимаем сейчас на камеру, здесь нет никакого фотошопа, вот реальность. Вода реально чистая, бирюзовая, прозрачная. Очень круто. И вообще такие виды, вот когда едешь, просто реально Виды всё просто отфотошопное. нереальные. Пупсанчик спит всю дорогу. Короче, ребята, мы сейчас плывем обратно с Ладига до Мае. Билет стоил 1060 рупий. И я говорю, и на меня все смотрят. На в России снимать видео будешь. Надо все смотреть будут. Вон тебя сейчас посмотрели. Не очень умею видео снимать. Это такое. Приехали мы обратно на остров Мае, ребятки. Осталось буквально 3 дня и улетаем в Россию. Мы снова заселились в те же самые апартаменты, которые были в первом дне, когда мы прилетели. Нам снова нужен байк, потому что мы снова вернулись на остров Мае. И у нас уже есть друган. Мы ему снова написали, говорим, нам снова нужен байк. Могут приезжать в то же самое место, где вы байки взяли в первый день. Мы приходим,
Здесь стоит 2 байка. Это наш старенький, смотрите, он весь уже ушатанный. И он сказал, что ключи находятся под ковриком. Ну ты крутой. Ой. Ну вообще. Видите, приехали, теперь у нас есть собственный друган, у которого можно взять байки. Поэтому, ребята, если вы хотите приехать на Сейшелы, здесь нет байков. Если вам он нужен, у нас есть друган. Кстати, так щечки мило в этом шлейфе. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы мы вам дали его контакт. Сегодняшнее утро начинается с того, что мы идем на почту отправлять вам открыточки. Вот так вот приклеиваем марочки. Итак, я приклеила все марки. Получилось 14 открыток, они очень красивые, ребята. Ну все, с Богом. Я надеюсь, что все придут. Кстати говоря, со Шри-Ланки всем открытки дошли, очень рады. Если по каким-то причинам вам не пришла открытка, обязательно напишите об этом нам в личное сообщение ВКонтакте. А если вы смотрите это видео и не понимаете, что за фигня, почему кому-то отправили открытку, а мне нет, значит, вы не подписаны на нашу группу ВКонтакте, на наш Инстаграм. Если вы туда подпишетесь, мы там проводим всякие конкурсы, разыгрываем. И там очень простые конкурсы. Нужно прям написать в комментариях, в какую следующую страну мы едем. И первые 5 человек, которые угадали, получают от нас открытку. Так что подписывайтесь на нашу группу в Инстаграм. Все ссылочки в описании. А мы поехали дальше снимать контент.